Бодаться как маленький теленок. Делать массаж не хуже, чем специалист в кабинете. Поработать личным психотерапевтом. Удивительно, как много могут кошки, когда они любят своего человека. Но порой даже самые опытные кошатники не могут сразу определить, что же на самом деле происходит. Что задумала их пушистая любимица? Чего от нее ждать? Атаки или ласки? Сегодня я расскажу, как определить, что мохнатая относится к вам с большой любовью. Эти 12 признаков помогут также ответить на самый сложный вопрос. Кого же в вашей большой семье этот хитрый зверек любит больше всех? Оставайтесь с нами. Всем панкейк. Кошка вам подмигивает. Котики мастера пристальных взглядов. Порой даже самому спокойному человеку играть в эту игру становится неуютно. Слишком уж сурово пушистые выглядят в этот момент. И мы начинаем думать, что кошка готовится к нападению, ну и зря. Оказывается, кошки так улыбаются. Но здесь тоже есть свои особенности. Допустим, кошка смотрит на вас в упор и не мигает. Все как у людей. Скорее всего, вы ей не нравитесь, и ничего хорошего вам не светит. Она следит за вашим поведением и готова защищаться. Но если ваша лохматая подружка уселась рядом, уставилась на вас, а потом медленно моргнула, это знак большой симпатии. Животное вам полностью доверяет. Как люди-кошки улыбаться не умеют. Вместо улыбки у них медленное моргание. Так пушистые выражают свою привязанность и симпатию к хозяину или другому животному. А еще ученые утверждают, что кошки вполне хорошо понимают, что означает человеческая улыбка, и способны ответить на нее по-своему, то есть моргнуть. Ветеринарный специалист по поведению животных Вайлани Сунг советует провести такой эксперимент: посмотреть кошке в глаза, подмигнуть, а потом протянуть ей палец. Если зверек подойдет понюхать или даже потрется об него, дело в шляпе. Вы кошке нравитесь, попробуйте на своей любимице, у меня бы сработало. А если в ответ получите лапой с когтями, никакой дружбы не будет. Вас тщательно вылизывают. Кошачий язык очень шершавый. Людям с тонкой чувствительной кожей может быть больно, когда зверек начнет вылизывать. Но потерпите. Это знак того, что вас очень любят. Слюна кошек содержит феромоны. Этот запах не ощущают люди, зато очень хорошо чувствуют животные. Вылизывая человека, кошка смешивает свой запах с ароматом любимого хозяина, помечает его как часть своей социальной группы, чтобы все другие коты знали, этот человек уже занят, лапы прочь. А еще кошки нас так защищают. Они очень хорошо понимают, когда хозяин расстроен. Организм человека при стрессе, недосыпании, сильном утомлении или огорчении работает не так, как в обычные дни. Изменения в обменных процессах вызывают перемены в запахе кожных выделений. Учуяв, что с хозяином что-то не так, кошка спешит на помощь. Вылизывая, она пытается нас успокоить и смыть запах, который покажет возможному хищнику, что человек сейчас уязвим, а значит, легкая добыча. Кошка ходит за вами по пятам. Вы пришли домой, и тут же в коридор выбегает кошка. Все понятно, она скучала. Ждала и волновалась. Вы тоже соскучились и рады встрече. Но если вы целый день были дома, зачем зверьку ходить за вами по пятам? Это тоже знак любви и привязанности. Как вы защищаете кошку от возможной опасности, так и она вас бережет. Мало ли что. Лучше приглядеть, вдруг хозяин что-нибудь натворит. Даже просто находясь с любимым человеком в одной комнате, кошка проявляет свою заботу. Бывает, что пушистая любимица ходит за вами по квартире и постоянно мяукает. При этом дело явно не в том, что она голодна или хочет пить. Скорее всего, пушистая просто боится, что вы опять куда-нибудь уйдете. И ей придется ждать и волноваться. Кошка мнет вас лапами. Это очень приятный массаж. Запрыгнув на хозяина, кошка начинает мять его передними лапами и мурчать. В раннем детстве котята так наминают живот своей мамы во время еды, чтобы у нее выделялось больше молока. Это вопрос выживания, ведь материнское молоко – единственный источник питания для них. Для такого действия придумали специальное название – молочный шаг. Когда кошка подрастает, в ее рационе появляется много других вкусных вещей. Необходимость добывать таким образом молоко пропадает, но рефлекс остается. Теперь он становится способом проявить заботу и почувствовать себя под защитой. Замечено, что больше всего любят топтать хозяев кошки, которых рано забрали от матери. А вот те котята, которых выкормили из пипетки люди, почти никогда так не делают. Они просто не знают, как и зачем. Им не приходилось наминать мамин живот, чтобы добыть молока. А еще кошачьи лапки, как и усы, это главные рецепторы животного. С их помощью кошка изучает мир. На подушечках лапки очень много нервных окончаний. Наминая, кошка проверяет место, где хочет вздремнуть. Причем такой массаж может достаться не только хозяину, но и обыкновенному одеялу. Еще один немаловажный фактор – феромоны. Вокруг подушечек лап расположены железы, которые их выделяют. Так что кошачий массаж – еще один способ сказать сородичам, что у этого человека уже есть любимец. Сон вместе с хозяином.
Даже в самых благополучных и любящих семьях кошка не ко всем приходит спать. Или приходит, но очень редко, а с кем-то другим постоянно засыпает рядом. Вот это и есть ее самый любимый человек. Совместный сон – признак полного доверия. У кошек силен территориальный инстинкт, в дикой природе они не потерпят на своей земле чужака. И спать лягут либо в одиночестве, либо рядом с тем, кто точно свой. А поскольку вы теперь в своем роде член прайда, задремать рядом с вами можно. Это безопасно. У кошек, как и у людей, вырабатывается окситоцин. Это гормон привязанности. И когда пушистая засыпает рядом со своим любимым человеком, выработка его повышается. Так что это еще один способ создать с хозяином эмоциональную связь. А еще так кошка контролирует пространство и защищает вас. Ваша квартира – это ее территория. И совместный сон – способ среагировать на опасность вместе, если это потребуется. Упорно стучится в закрытую дверь. Знакома вам такая картина? Вы закрылись в комнате, и тут же под дверью начинается концерт. Кот мяукает, царапается, всеми силами пытается открыть дверь и попасть к вам. Эти пушистые вообще не любят, когда что-то ограничивает их передвижение. Кошка хочет гулять по всей своей территории без препятствий, и закрытая дверь ее раздражает. Но если за дверью любимый хозяин, это еще и повод для беспокойства. Особенно это пугает уже стареющих животных. Вдруг с хозяином что-то случится. Можно попробовать успокоить зверька, поговорим с ним через дверь. Услышав голос, кошка поймет, что ничего страшного не случилось. Или обустроить возле входа мягкую, удобную лежанку. Лучше всего такую, которая кошке хорошо знакома, чтобы дать ей понять, что вот тут можно безопасно подождать. Сон на одежде. Шерсть на одежде. Ну, какой кошатник с этим не знаком? Даже если вы моете и вычесываете любимицу постоянно, все равно на любимом свитере так или иначе окажутся волоски. К этому вполне можно привыкнуть. Но гораздо труднее оставаться спокойным, когда ты постоянно находишь кошку в своем шкафу, среди чистых вещей. Как она только туда попадает? А кошки хитрые и умны. Они находят способ подобраться к одежде. Но интересует их только ящик любимого человека. Так они показывают, насколько близок им хозяйский запах. Отдыхая на ваших отглаженных футболках, кошка чувствует себя спокойно и защищенно. Это ваша территория. Значит, можно доверять. Чаще всего так поступают те зверьки, чьих хозяев долго не бывает дома. И они очень по ним скучают. Кошка вас покусывает. Именно покусывает, а не вонзает зубы, что есть силы. Вы же не враг, зачем вас глубоко ранить? А вот закусить слегка, игриво, это по-кошачьи. Так кошка говорит вам, что вы очень хороший человек и отличный хозяин. И она вас очень любит. Если в этот момент пушистая мурчит, расслаблена, всем довольна, это просто праздник. А вообще приятельский кусь у кошек идет из детства. Маленькие котята в шутку нападают друг на друга, прикусывают и царапают. Это их игра. Баловаться с тем, кто недостоин доверия, кошка точно не станет. Но порой такие покусывания могут быть очень надоедливым. Ревнивые кошки, которых и так постоянно гладят, могут так требовать еще больше внимания. И намекать, что ваши руки только для нее, а совсем не для того, чтобы переключать кнопки на пульте от телевизора. И точно не для того, чтобы чесать другую кошку. Тут уж придется объяснить любимцу, что он на планете все-таки не один. Ваша киса бодается. Это очень приятно. Кошка приходит, начинает тереться об вас щеками, бодаться как маленький теленок. Некоторые зверьки вообще любят так поиграть с хозяином. Упереться лбом об лоб и в самом деле пободаться. Это еще один знак сильной привязанности к человеку. Дело опять же в феромонах. Для кошки это не просто милая забава и способ погладиться о вас. Она помечает территорию. Так она может прижаться не только к человеку, но и, например, к собаке. Если они дружат, конечно. А еще в этот момент кошка работает вашим личным психотерапевтом. Эти зверьки очень чувствительны к эмоциональному состоянию людей. Поняв, что ваши дела не клеятся, пушистая приходит бодаться и мурчать. Так она пытается помочь вам расслабиться. Нередко такой способ работает. После кошачьей поддержки действительно чувствуешь себя намного лучше. Ваша кошка ходит с вами в ванну. Редкая кошка с удовольствием купается. Разодранные по локоть руки любимого хозяина и куча нервов, которые вы потратите, когда попытаетесь ее намылить, вот это более вероятный исход событий. Так зачем же пушистая так настойчиво лезет, когда вы решаете сами принять ванну? Во-первых, потому что ей там тепло. В современных домах поспать на батарее почти не удается, а зимой котики любят это делать. Ванная комната – отличная альтернатива. Теплый пар согревает, кисе приятно. Во-вторых, ей любопытно. В ванне можно наблюдать, как хозяин чистит зубы, причесывается, переставляет с места на место различные баночки. Это очень интересно. А еще кошка не доверяет воде. Отпуская вас туда, где так много потенциальной опасности, любимица переживает. Вы же помните, сколько волнений доставляет ей закрытая дверь. Тут за любимого хозяина страшно вдвойне. Кошка пытается вас защитить или хотя бы побыть рядом и проконтролировать, чтобы позвать на помощь,
помощь, если это понадобится. Ей просто приятно посидеть рядом с человеком, который дорог. Даже такой пассивный контакт, без объятий и почесываний – признак любви и доверия. Кошка дарит вам подарки. Они вам могут очень не понравиться. Кому приятно найти поутру рядом с собой на подушке дохлую мышь? Но оставьте свои человеческие эмоции при себе. Кошка старалась, она ловила. Это не падаль, это драгоценный дар. Тут возникает двоякая ситуация. С одной стороны, для домашней кошки ее человек – источник всех возможных благ. Он насыпает корм в миску, меняет лоток, наливает воду, всячески заботится. Можно расслабиться и жить в свое удовольствие, но одновременно с этим кошка расценивает человека как слабого и довольно бесполезного члена прайда. Она же никогда не видела, чтобы вы поймали дичь, да еще и своими руками, как она лапами. Значит, вы котенок, о котором надо заботиться, которого надо научить. И кошка старается, в ее голове никаких противоречий нет. Вы ей, она вам. А еще они любят похвастаться. Если кошки хорошо знакомы, улица и охота, скорее всего, всех пойманных мышей и ящериц вы не увидите. Но показать вам змею или огромную крысу – это другое дело. Настоящий боевой трофей. Так что похвалите питомицу, даже если вам неприятно видеть ее добычу. Но помните, что лучше не давать ей это есть. И обязательно прививайте зверька, чтобы он не нахватался болезней. Кошка лежит рядом с вами животом кверху. Живот – очень уязвимое место, поэтому звери оберегают его как могут. В брюшной полости под тонкой кожей расположены жизненно важные органы. Велик риск погибнуть, если более сильный и опасный зверь что-нибудь там повредит. Даже простое нажатие на живот может не нравиться. Далеко не все коты позволяют даже самым любимым хозяевам прикасаться к чувствительному месту. Дикие кошки, такие как львы или тигры, ложась на живот, вообще показывают свою уязвимость. И делают это только тогда, когда полностью доверяют сородичам. Это сигнал, что животное готово к более тесному контакту, оно расслаблено и спокойно. Кстати, погладить тигру пузо могут порой и люди, но только в неволе и только тогда, когда человек полностью свой. Домашние кошки в этом вопросе недалеко ушли от своих собратьев. Так что если ваша пушистая красавица развалилась животом кверху, мурлычет и дает себя погладить, она вас обожает. Трудно придумать другой способ, чтобы показать ее абсолютное доверие. Приласкайте, но уважайте и ее мнение. Если ей уже не хочется ласки, отпустите с миром. А как понять, что ваша кошка на вас обиделась? Кошки прекрасно умеют говорить о своей любви, они очень четко объясняют, когда вы ведете себя с ними неправильно. И вот несколько признаков. Мурлыканье. Странно звучит, правда? Но приятное мяуканье может служить сигналом, что вы кошке надоели. Вы гладите зверька, но чувствуете, что все его тело напряжено. Он явно недоволен. Зачем же тогда мурчать? На самом деле, так кошка пытается себя успокоить. Но если вы не перестанете трогать против ее воли, она объяснит по-другому. Например, оцарапает. Опущенный хвост тоже может служить признаком того, что зверек вами недоволен. Если кошка резко взмахивает им из стороны в сторону, это знак агрессии. Оставьте ее на некоторое время в покое, избегание. Еще один знак, что вы в чем-то провинились. Или же кошка чем-то взволнована. Ни одна пушистая любимица не будет находиться с хозяином сутками напролет. Ей тоже нужно уединение. Но если киса забралась куда-то далеко, смотрит на вас, но не приходит, это повод задуматься. Возможно, вы чем-то ее обидели. Либо на ее территории появилось что-то, что не вызывает доверия. Например, посторонний запах от хозяйских вещей. Кошка на вас зарычала. Да, они тоже это умеют, как и собаки. В таком случае питомца лучше оставить в покое. Кошка становится агрессивной. Бывают случаи, когда ее рычание можно проигнорировать. Например, в кабинете ветеринара. Но если вы дома, в целом все хорошо, и вы кошке просто надоели, дайте ей спокойно от вас отдохнуть. Если кошка не трогает любимую игрушку, прячется от вас, отказывается от еды и даже не смотрит в вашу сторону, скорее всего, вы чем-то ее обидели. Пора мириться. Очень хорошо освоили язык любви. Они умеют показать человеку свое отношение. Теперь у вас есть наш невербальный словарь, и вы сможете разобраться, что же имеет в виду ваш питомец. Возможно, уже пора наконец его почесать. Спасибо за просмотр.